Испокон веков в мире существовали тайные общества, но очень мало кто мог сказать наверняка, чем же они занимались за закрытыми дверями. О тайных обществах слагают легенды. Из секретных архивов доносятся отголоски информации, но по-настоящему рассказать правду можно только в одном единственном случае, если ты действительно там был. И не просто стоял рядом, а по-настоящему был или продолжаешь находиться в таком обществе. Наш проект делал для вас по-настоящему уникальные фильмы. История Арне, анатомия сверхспособности. И сегодня вы увидите окончание этой трилогии. Чтобы вы понимали масштаб, Эрнсту пришлось позвонить в свой клан, чтобы одобрить выпуск этого фильма. Смотрите его вдумчиво. Смотрите его внимательно. В этом материале между строк сквозит даже больше, чем то, что сказано словами. Такого материала вы не найдете нигде, потому что еще никто и никогда не рассказывал об этом так открыто. Перед вами наш новый фильм «Иллюминаты и масоны. Откровения инсайдера». Эрнст, давайте сразу к вопросам. Вы масон? Я был в масонской ложе некоторое время, потом я из нее вышел. Ну, слушайте, может быть, вы тогда сатанист, потому что образ соответствующий, маска, все такое черное, не похоже? Нет, не думаю, что я сатанист. Я некоторым боком был приплетен к иллюминати, но при этом я тоже, знаете, был всегда со стороны моего учителя. То есть то, что он мне показывал, туда я и пытался войти. Но, к счастью, в сатанистические кланы я никогда не состоял и, надеюсь, никогда не буду состоять, потому что я считаю, это очень нехорошая энергия. Она такая, знаете, болотная энергия, которая тянет очень сильно вниз, и от нее потом очень тяжело избавиться. Иными словами, если резюмировать, вы иллюминат, правильно? Мы разберемся по ходу дела, но, скажем так, изначально вы должны быть, чтобы быть иллюминатом, вы должны быть каким-то образом рядом с масонами, по крайней мере, постоять с ними. Уже потом вы можете заходить в орден иллюминат. Ну да, отчасти вы правы. Хорошо, шутки в сторону. На самом деле я знал ответ на вопрос, но мне больше хотелось, чтобы вы рассказали для всех остальных, для зрителей. Эрнст, расскажите, пожалуйста, а зачем вообще нужны какие-то общества? Вообще, как они возникают как феномен? Вот эти вот секретные мировые общества, мировые кланы. Давайте начнем по порядку. Если мы будем сравнивать с нынешней ситуацией, сейчас, чтобы вступить в какую-нибудь группу, вам достаточно просто нажать на кнопочку, и, возможно, администратор этой группы вас примет, а возможно, нет. Но у вас не будет никакой особого разочарования, вы будете нажимать на другие группы, пытаться войти в них, присоединиться к ним. В древние времена все обстояло намного сложнее. Если мы, например, рассмотрим там 500, 700, 1000 лет назад, для того, чтобы... Точнее, вообще, откуда это все пошло? Это начало идти из того, что люди поняли, что у них есть какая-то жажда информации. Жажда к чему-то тому, что было не на поверхности, что было где-то глубоко зарыто, но люди понимали, что есть нечто большее. Они начали создавать определенные кланы, они начали создавать определенные тайные общества. И эти общества, они приобрели невероятную популярность и приобрели невероятную силу влияния. Многие люди начали захотеть в нее вступить, в это общество, точнее, в эти общества, их было много. И некоторые общества остались до сих пор, мы их можем даже лицезреть. В принципе, они у всех на виду, но никто никогда не показывает, чем они действительно занимаются. Сегодня я решил приоткрыть немножечко завесу этой тайны и рассказать, чем же они занимаются, и чем занимается наше общество, и какой струе мы принадлежим. Поэтому досмотрите это видео до конца, будет интересно. Но, опять же таки, все эти кланы, они зародились, или эти общества тайны, они зародились в том плане, что существовали определенные информационные эгрегоры. И эти эгрегоры начали искать выход на людях, потому что люди должны были передавать эту информацию и помогать, затягивать все новые и новые связи в этот эгрегор. И поэтому определенные мысли, знаете, вы когда зарождаете одну мысль, она вот почему-то не приживается, а другая мысль, ее подхватывают миллионы, миллиарды, несут ее и только лишь усиливают.
также получилось с тайными обществами. Людям это очень понравилось. Люди захотели в них вступать, люди захотели приносить какие-то пожертвования, люди захотели становиться частью этого общества. Так, в принципе, зародилось масонство. И изначально оно не было каким-то секретным, тайным в плане того, что там нужно было использовать какие-то магические вещи. Нет, это все начало подходить попозже. Когда эгрегор сумел зацепить нужное количество людей, пошел такой, знаете, коллективный разум. Вот тогда уже начали приходить все новые, новые, новые люди. И какая-то из этих веточек затянула еще и тех людей, которые могли совершать определенные магические ритуалы, которые могли заниматься сверхъестественными вещами, которые на данный момент, точнее на тот момент были тоже определенным образом закрыты. Ну, скажем, то же самое колдовство, та же самая магия, за нее в принципе могли нам наказать вплоть не до смертной казни, но тем не менее это все очень нравилось тайным обществам, и они пытались таких людей затягивать. Вообще суть оставалась следующая. Это были либо богатые люди, либо влиятельные люди, либо люди с уникальными способностями, что в принципе до сих пор никак и не изменилось. Если вы захотите вступить в общество, например, тех же самых иллюминати, вам придется доказать свою какую-то силу, вам придется показать, либо вы должны быть из богатой семьи, точнее, из действительно богатой семьи, где папа инженер, а мама учительница, это не та семья, про которую я говорю. Вы должны быть из какого-то действительно очень богатого клана, из какой-то богатой семьи, например, там семья Ротшильдов, семья Рокфеллера, семья Кеннеди, еще там разные семьи, которые действительно владеют уже определенной долей денег на всей планете. Поэтому, ну это такое. Это если мы сейчас говорим о той части, которая подпитывает финансово, потому что любой человек, кто вступает в клан, он понимает, что клан или общество без денег ничего в себе, в принципе, сильного не несет. То есть всегда нужно влияние, это в принципе деньги, это богатство, это управление миром. То, чем мы сделали. То есть, в принципе, немножко отвлекся от темы, да? Ну, чуть-чуть, да. То есть, смотрите, Эрст, вопрос-то больше был в том, как вообще возникают именно общества секретные и почему они секретные. Почему нельзя просто сделать общество и все. То есть, для чего вот это вот все закрыть, закупорить, никуда, да? Секретность, сама секретность появилась в том ключе, что все, что секретно, все тянет людей. И плюс эта секретность, она служила неким фильтром. Фильтр, который помогает людям отсеять. То есть представьте себе какую-нибудь площадь, на которую может войти любой человек, и что-нибудь там сказать, и что-нибудь сделать. А теперь представьте себе ту же самую площадь, которая ограждена забором, и стоят охранники, и могут войти только избранные. Когда такое существует, людей возле забора становится все больше и больше. Им интересно, что происходит внутри. Почему их туда не пускают? Почему эти могут зайти, а эти нет? Это вызывает еще больше интерес. Ну и плюс определенный фильтр. То есть, чтобы это, знаете, имело какую-то весомость. Потому что если все будет у всех, потеряется определенный смысл вот именно этой силы и концентрации энергии. Поэтому это и стали закрытые общества, в которые не пускают до сих пор всех. Хотя есть определенная такая мнимая доступность, по крайней мере, к масонству, что масоном может стать любой. Ну, это, знаете, это такое, как пойти, например, в армию. Послужить может любой, а вот дослужиться до генерала – единиц. Эрс, а сколько сейчас примерно на планете вот этих секретных обществ, так, плюс-минус? Ну, если брать мелкие общества, порядка 200-300 обществ, не больше. Если же мы будем брать действительно большие, то влиятельных, ну, около 10-15. Те, которые действительно могут влиять на жизнь на Земле, на общество, на СМИ, на правителей государств, таких довольно мало. Но они действительно есть, и они очень сильно на это могут повлиять. А можно их как-то разделить на какие-то вот такие вот ветки? То есть там вот это, например, общество принадлежит там к политической ветке, это к эзотерической ветке, или так не получится? Там все всегда смешано. То есть нет такого, точнее, они есть ветки разделены,
Ну, эзотерическое, в принципе, масонство, если мы будем рассматривать масонство, оно тоже имеет некоторые направления. Одно, например, имеет влияние на какие-то финансовые структуры, другое тоже имеет влияние на эзотерические вещи. Точнее, идет именно одна ветвь больше уходит в направление эзотерики, другая ветвь уходит в направление финансов, которое влияет на определенными финансовыми институтами или управляет ими. Но опять-таки они далее пересекаются между собой, потому что есть определенные встречи, на которых встречаются люди, и, может быть, какие-то даже высокопоставленные члены определенного клана могут не являться в жизни какими-то серьезными людьми. То есть это может быть, не знаю, там какой-нибудь человек, который занимается там развозом булочек, он может стоять в масонской ложе на довольно высокой позиции и имеет очень сильное влияние на тех людей, кто стоит в масонской ложе ниже уровнем, которые в жизни могут, например, там, быть директорами банков или каких-то финансовых институтов. И вот здесь происходит интересный момент. То, что говорит человек из масонской ложи выше уровнем, имеет очень сильное влияние на людей нижестоящих, хотя, может быть, в жизни они будут совсем, скажем так, выше по уровню. И именно этим можно объяснить то, что на определенные мероприятия собираются политики, и эти политики там ничего не говорят, они просто слушают, что им говорят, потому что существует мнение, что в этих ложах у высокопоставленных людей в этой ложе имеется больше представления о структуре мира, о структуре той, которая нужна для нашей жизни, и поэтому нам их предстоит слушать, и нам придется выполнять то, что они делают. Я могу вам рассказать немножечко о движении, которое происходит в нашем обществе. У нас тоже закрытое общество, я называю его клан. Многие это не поддерживают, но я так называю. В него я попал благодаря моему учителю. И сейчас я расскажу, чем оно занимается. Это общество, оно имело само по себе независимую структуру. Но со временем оно начало немножко перетекать в струю иллюминатов. И именно по той причине, что в нашем обществе существуют очень сильные влиятельные люди, влиятельные в том плане, которые могут влиять на определенные мысли людей, влиять на события, влиять на сильные люди в нашем плане, действительно могут менять прошлое и немного влиять на будущее. И это понадобилось определенным структурам иллюминатов для того, чтобы использовать их в своих целях. И так произошло некое переплетение. То есть, если, например, будут это говорить, что Арне был иллюминатом, нет, он им не был, но он работал вместе с ними, и он сотрудничал вместе с ними. И, скажем так, иллюминаты больше пользовались его услугами, нежели он пользовался их услугами. Можно сказать и так. Данила? Да-да-да, я здесь, я вас слушаю внимательно, да. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Друзья, Данила просто у меня сидит в компьютере, поэтому я смотрю на него туда. Друзья мои, и вот здесь я бы хотел остановиться ненадолго и рассказать вам в 2 словах, как работают алгоритмы YouTube. Чем больше вы смотрите видео, чем дольше вы его смотрите и чем больше вы проявляете активность под этим видео, то есть, да, пишите комментарии, ставите лайки, тем алгоритмы YouTube быстрее двигают его вперед, как следствие, большее количество человек сможет его увидеть, большее количество человек сможет узнать о нас, о школе, об этой информации, об этом видео. Поэтому, друзья, у меня к вам большая просьба. Вот сейчас поставьте видео на паузу, напишите, как вам в целом наша трилогия фильмов. Как вам история Арне, как вам анатомия сверхспособностей, как вам иллюминаты и масоны. Поставьте лайк этому видео или просто что-то выскажите. Напишите все, что вы думаете по этому поводу. Нравится, не нравится, что хотелось бы увидеть, о чем хотелось бы рассказать. Вот каждый из вас, кто сейчас смотрит это видео. Если вы это сделаете, проявится активность под этим видео, алгоритмы заметят его и смогут продвигать его быстрее, лучше, на большую аудиторию, большее количество человек сможет его увидеть. В том числе, если каждый из вас разместит это видео у себя на страничке в соцсетях, ВКонтакте, в Инстаграме, не знаю, в Телеграме, в Фейсбуке, в Одноклассниках, это тоже даст нам очень большую помощь, потому что тем самым большее количество человек увидит этот фильм, будут выходить новые фильмы, новая информация, новые ролики. Друзья мои,
Всех благодарю и продолжаем просмотр. Эрнст, а есть какие-то вот общества, которые, мы еще вернемся к вашему, которые вне каких-то вот этих веток, направлений, суперсекретные общества, которые не принадлежат ни к одной ветке, но которые имеют очень большой вес? Ну, наше общество, оно в принципе технически не принадлежит ни к масонству, ни к иллюминатам, ни к другим, но его услугами пользуются многие другие закрытые общества, потому что в этом обществе развивают идеи сверхспособностей, которые, знаете, их можно, если вот, например, посмотреть как на какую-нибудь там структуру машиностроения, это можно представить как субподрядчика, который выполняет определенную действие, определенную функцию и может что-то делать лучше, чем все остальные. Его услугами пользуются. Например, если же вы посмотрите на какую-нибудь там структуру автозавода, того же самого там Форда или еще там чего-то, или там Тойоты, вы увидите, что уже ничего не создают непосредственно на заводе. Всегда создают на разных мелких фирмах. А дальше это все сводят в одно единое, только лишь на заводе. Поэтому точно так же можно представить течение работы секретных кланов или секретных обществ. Существуют определенные ветви, которые, даже не ветви, а просто параллельно текущие реки, чьими услугами могут воспользоваться эти общества. Сказать, например, нам нужна вот такая вот услуга, мы хотим повлиять на того-то, на того-то. Я вам, например, сейчас открою такой секрет, что в середине 2000-х годов, в 2005 или 2004 или что-то в этом роде, у одних людей в нашем клане был задан такой вопрос, сделать анализ, насколько сильно будет влияние Фейсбука на мир и стоит ли в него инвестировать. На самом деле Facebook бы так не вырос, если бы в него не проинвестировали деньги. И вы никогда не догадаетесь, кто в него проинвестировал. В него проинвестировали люди из иллюмината. Поэтому это было сделано заранее. Но откуда они знали, будет ли это действительно что-то выигрышное, или это будет пустое вложение. И именно для этого были использованы ресурсы из нашего общества, из нашего клана, который помог сделать анализ, просмотреть будущее и сказать, что да, если вы вложите деньги, вы не потеряете их, потому что это принесет определенный успех. И мы сейчас четко видим, что Марк Цукерберг уже абсолютно ведом какими-то другими силами, потому что частенько он не может удалить определенные посты, а частенько он удаляет какие-то президентские посты, которые, в принципе, его никаким образом не должны задевать. И тут задается вопрос, почему? Неужели Марк Цукерберг настолько заинтересован политикой? Нет, тут уже работают совсем другие люди, которые в определенное время проинвестировали в этот проект и теперь имеют очень сильные рычаги влияния. Но именно для того, чтобы понять, будет ли этот проект выигрышным, были задействованы наши специалисты, которые сделали анализ будущего и сказали, что да, это будет иметь сильное влияние. И тогда была инвестирована довольно-таки большая сумма. То есть, опять-таки, вы видите, что иллюминаты были рядом, наше течение шло рядом, но они обратились к нам, и мы дали им определенный ответ. Ну, не я, конечно, а те люди, которые намного-намного сильнее меня, на уровень нашего Арне, моего учителя, с которым мне посчастливилось пересечься в этой жизни. Вот такая вот была у нас история. Это я сейчас уже могу сказать четко, мне дали добро на это дело, я вот... Конечно же, фамилию называть я не могу, но такую информацию я имею право распространять. Эрнст, а давайте все-таки вот мы сейчас сделаем очень сложную, реально сложную вещь, но попробуем хотя бы. Можно ли как-то вот по аналогии с автомобилестроением, про который вы сейчас говорили, что вот, да, есть какие-то аутсорсинговые компании, но в целом они все делают одну вещь, они делают автомобиль для того, чтобы продавать его конечному потребителю, да, для того, чтобы на этом зарабатывать денег, ну и двигать как бы в целом технический прогресс вперед. А вот если по этой же аналогии попробовать сделать анализ всех движений, всех секретных орденов в мире, какие цели преследуют ордена вот на сегодняшний день, в 21 веке, как-то если вот так вот попробовать в единую картину это структурировать? Да, я думаю, одна цель – управление мировым порядком, создание мирового порядка управления. И вот эти все огромные катаклизмы и огромные улучшения, в скобках, они, в принципе, и задуманы, и реализованы вот такими большими обществами. И я не удивлюсь, я анализировал саму структуру короны.
Она природная, она имеет природный характер, но я не удивлюсь, если ее разработали, точнее вывели каким-то образом или получили случайно каким-то образом, естественно, в природных условиях, но дальше запустили для того, чтобы иметь какое-то влияние, чтобы сделать людей, знаете, немножечко не то что беспомощными, но чтобы немножечко людей испугать. Для каких-то дальнейших шагов, которые последуют. Естественно, они последуют. И опять-таки влияние на людей, управление людьми. И, ну, скорее всего, да, управление людьми для того, чтобы люди были... Знаете, вот если мы будем рассматривать влияние этих секретных обществ, для них люди это всего лишь марионетки. Они не видят за людьми каких-то определенных личностей. Поэтому мы можем смело говорить, что многие войны на Земле были финансированы такими же обществами, потому что там нужны были определенные влияния на какую-то страну или на какой-то регион, на материк, например, или там, на какую-то группу стран. И поэтому эти общества, они могли финансировать в целые военные кампании для того, чтобы потом каким-то образом получать определенные выигрыши с этой страны, или определенные бенефиты с этой страны. Поэтому влияние, больше влияния, именно управления и влияния. Поэтому никакого здесь нет такого, знаете, тайного умысла Вселенной. Ну, конечно, если мы говорим про иллюминатов, это, естественно, сами по себе само название говорит о том, что они просветленные, но больше всего это люди, которые действительно просто любят управлять и любят получать какие-то определенные бенефиты, получать какие-то определенные выигрыши с этого всего. Поэтому нет там, знаете, ничего вот такого сверхъестественного. И когда им нужна какая-то сверхъестественность, они обращаются к другим кланам, которые могут это дать. Ну, то есть, если резюмировать, во главу угла, как всегда, поставлены деньги. Просто деньги, и не более того. Деньги и влияние. Деньги и влияние, да. Ну, опять же таки, даже не деньги, потому что деньги там напечатаны ими самими, это больше влияние. То есть, деньги это всего лишь механизм. Поэтому, если, например, денег не хватит, то те же самые влиятельные семьи, которые там являются и масонами, и иллюминатами, напечатают еще больше. Потому что сейчас, например, там внешний долг США, он просто космический, и нужно будет еще больше, и все будет нормально. Пока управляют те, кто управляет, они могут делать то, что они хотят. А какой смысл в абсолютном влиянии, как в феномене? Ну, это роль Бога. Вы можете манипулировать людьми, как Бог. Только у Бога были, ну или у Творца были благие замыслы, светлые замыслы, а здесь в зависимости от ветра. Какой ветер подует, такие замыслы и будут. То есть, например, если, скажем так, определенные умы скажут, что сейчас очень большое перенаселение, и нужно его каким-то образом немножечко ограничить, это может быть исполнено. Или, например, если скажут, что вот есть какое-то определенное место на Земле, которое должно быть очищено, можно создать какую-то военную ситуацию, сделать большую миграцию людей, заставить на уровне влиятельных вот этих вот рычагов принимать определенные страны, что происходит на данный момент. Происходит большая миграция людей из Ближнего Востока в Европу для того, чтобы освободить площадку. Вот такие, вы знаете, такая манипуляция, которая, в принципе, на уровне одной страны была бы невозможна. Но на уровне тайных обществ она, в принципе, довольно-таки реализуема, что мы можем сейчас лицезреть. Иными словами, это глобальная игра эго, если резюмировать. Я прав? Это игра эго, пока человек не начинает думать бесконечностью. А вот когда человек действительно начинает открывать для себя глубины космоса и глубины создания, творения мира, он начинает мыслить немного по-другому. Тогда для него это все, знаете, теряет какой-то смысл, и он понимает, что это, например, все не главное, что намного важнее само развитие души. Потому что рано или поздно каждый член из этих обществ умрет и переродится, и в зависимости от того, насколько он сделал, точнее, в зависимости от того, насколько стоят весы его кармы вверх или вниз, он родится в благоприятной или в очень неблагоприятной ситуации. И это люди знают, по крайней мере, они знают.
И существуют даже определенные механизмы, например, такие как рождение в нужной точке, в нужном месте, в нужное время. Потому что, например, некоторые члены клана иллюминатов знают заранее, кто будет там следующий, например, важным лицом. И этот человек рождается, и его сразу начинает тянуть. То есть это уже было предварительно, заранее. То есть это очень сложная вещь. Очень сложно засадить именно непосредственно эту душу, это тело в определенное время и знать, где оно появится. Если вы действительно погрузитесь в историю обществ иллюминатов, вы узнаете, что там есть определенные люди, которые с самого рождения вот избранные. Откуда эта избранность идет? Неужели вот так вот просто методом тыка? Да нет. Это идет потому, что существуют определенные вещи, когда вы можете заставить после смерти заселиться душу в определенную так, оболочку и заново ее получить. Но это очень секретная техника, о которой вам нигде никогда не расскажут. А если расскажут, с вас возьмут миллион обещаний, что вы никогда это дальше не распространите. Ну, то есть, как бы, знаешь, что это возможно. А как это возможно? Все, естественно, под 7 замками. Эрнест, а вот если теперь экстраполировать это на ваш клан, то, что мы сейчас узнали, все-таки как вы считаете, этично ли помогать вашему клану, как аутсорсинговой, по сути говоря, компании, в делах вот этих вот мировых там иллюминатов, масонов и всех остальных ребят? Если бы мы жили в энергии Абсолюта, это было бы очень неэтично. Но поскольку все люди, живущие на Земле, нуждаются в определенных благах, и эти блага могут дать другие блага, имеющие эти, вынуждены, наверное, все-таки эти общества вынуждены сотрудничать, помогать, потому что очень часто у истоков этих обществ тоже стоят люди, которые понимают, что они делают не совсем светлые дела, но они их делают. И не мне судить их решения, не мне судить их действия, их деяния, но, по крайней мере, я не знаю, чтобы что-то было сделано против закона Вселенной, по крайней мере, с нашего общества. Например, вот те же самые просчеты будущего или просмотры будущего, так называемая вилка будущего, когда, например, вот вы можете посмотреть два варианта, либо-либо. То есть, опять-таки, тут же такой момент, когда, например, спросили, нужно ли инвестировать в какие-то определенные проекты. Ведь если бы не было этого вопроса, как бы пошло время дальше? Или как бы пошло само развитие этого процесса дальше? Понимаете, если бы это не спросили. А задан был вопрос, это уже учитывалось в создании Вселенной? Ну, то есть, когда Вселенная зарождалась, естественно, план уже был написан. Учитывался ли этот путь уже в нем? То есть, здесь как бы такая, знаете, такой парадокс временной. С учетом этого анализа и без учета. То есть, вот в нашем плане они могут просматривать два хода развития событий с этим анализом и без него. То есть, как бы отреагировали на эти условия, например, ну, скажем так, другие элементы системы. Но это сложный момент, который, в принципе, решается на очень высоком уровне, особенно в нашем обществе, то есть там к этому допускаются единицы. И вот даже к этим учебным материалам допускаются тоже избранные. То есть не каждый может зайти и взять, например, какую-нибудь информацию, почитать по работе с будущим. Но это, кстати, меня, например, спрашивают, какой самый там сильный или какая самая сильная ситха. Я считаю, что, в принципе, умение видеть будущее, потому что если вы, например, человек верующий и немножко интересуетесь Библией, то в Библии стоит написано, что только Бог может знать будущее. А здесь получается, что и другие люди могут знать будущее. Естественно, это скрыто под 7 замками, и никто никогда не может это узнать, насколько это действительно правда. Но люди, обладающие доступом, действительно могут к этому, скажем так, получить какую-то информацию и работать с ней. Поэтому, а этично ли это или не этично, не мне решать. Я понял, Раст. Давайте вернемся к вашему обществу, как к тому, которое вы, так сказать, изнутри знаете. Расскажите, как вы вообще поняли, что вот вы хотите в него вступить? Да вы знаете, опять-таки, эти общества все, абсолютно все, там, не знаю, там,
черепи, кости, вот эти все тайные там ельские, да, масонские ложи, их же много, там есть немецкие, английские. И даже вот когда я был в Швейцарии, мне предлагали определенное время, тогда я еще этим вообще не интересовался. Ну как, я уже был на тот момент знаком с Арне, но мне вот как-то оно все было, знаете, так, не очень интересно. Я по счастливой случайности попал в наше общество только лишь благодаря Арне. И я увидел вот эти, знаете, эти разговоры людей. Я понял, что мне это близко, потому что они были чистые, они были просветленные, и там не было очень много, знаете, вот этой такой мерзости, грязи, что больше касается именно денег, что, например, там, когда человеческая жизнь не ставится ни во что. То есть в нашем обществе это все немного более лояльно, и там все-таки человеческая жизнь, какая бы она ни была, то есть неважно, кто это человек, он все равно имеет значение. И, скажем так, если бы я попытался, наверное, туда войти сам, я бы не смог. Все происходит по рекомендации, когда вас действительно рекомендуют, человек может за вас поручиться, сказать, вот этот человек достоин. Дальше начинается экзамен, то есть вам пытаются, ну, по крайней мере, на тот момент я уже что-то умел, в нашем обществе важно, чтобы вы что-то могли продемонстрировать. Экзамен был довольно сложный, я помню, что я к нему довольно-таки готовился много, и чуть его не провалил, потому что нужно было там считывать мысли и пытаться там что-то прочитать из будущего, какие там были вещи, но я о них сейчас не могу говорить, но это было сложно. И, естественно, демонстрация. Но опять-таки с вами разговаривает психолог. Какую вы лепту можете внести в общество, в это тайное общество, что вы можете полезное дать, или вы хотите больше взять. Естественно, в моем случае я хотел взять информацию, у меня был просто дикий информационный голод. Но они поняли, что я, например, могу тоже преподавать, и что у меня есть определенный талант к преподаванию, что я вижу эту структуру не только, вы знаете, как взял и пошел, а сам немножечко дорабатываю, сам чего-то доделаю в ней. И наверняка это им понравилось, и поэтому меня приняли. Но, опять-таки, я не скажу, что я такой член общества, который постоянно присутствует. То есть там есть люди, которые живут вот просто 24/7, постоянно в нем. Я пребываю иногда, я прохожу определенные курсы. Но опять-таки нужно понимать, что все эти курсы стоят денег. То есть, видите, даже вот за такой вот огромной организацией, ну, по крайней мере, богатой организацией, человек вынужден платить взносы. Человек не может сделать это все бесплатно, потому что он уже в нем. Наверное, на этом все и строится. И даже если, например, вы будете там рассматривать какие-то там общества с очень богатым, все равно приходится делать какие-то взносы, то есть ничего в этих обществах нет бесплатно. Поэтому это, наверное, нужно снять сразу же розовые очки с людей, которые считают, что если они попадают в какие-то тайные общества, они всем обеспечены. Да нет. И вас никто не освобождает от вашей работы, и очень даже не поддержится, если вы ради членства в обществе уходите с вашей работы, чтобы как-то себя немножечко, чтобы добавить немножко свободного времени. Это очень не поддержится. То есть, вот когда человек, например, бездельник и нигде не работает, это может тоже послужить стимулом для того, чтобы вас отчислить из общества. Поэтому тут как бы палка о двух концах. Эрнест, а вы вот раньше говорили, что на экзамене вы считывали письмо, там, да, там было 4, по-моему, строки, и вам нужно было прочитать. Ну, там было на самом деле много вещей. То есть, на тот момент, когда я это говорил, я просто не знал, имею ли я право говорить. На самом деле, лукавить не буду, перед вот нашим интервью я сделал созвон с определенными людьми и спросил, имею ли я право рассказать. Мне сказали, если я не буду использовать имена, местоположение, геолокацию и тому подобное, называть, кто где работает, естественно, я могу примерно называть, то есть, скажем так, нет здесь ничего такого суперсекретного. Экзамены были сложные, да. Один из экзаменов, например, была считка в информационном поле в письме. Второй, например, было прочитать определенные события в будущем. И, естественно, результат экзамена будет только через 2 недели. Вот это будущее случится. Там было что-то, по-моему, было какая-то работа с акциями. И мне нужно было понять, насколько там акция поднимется. То есть, нужно было определенное число пунктов. То есть, там до определенного какой-то промежуток. Сказать, вот это будет здесь, а это будет здесь. Чтобы это не было так на удачу. Потом мне нужно было продемонстрировать чего-то. Это был, по-моему, телекинез, тоже такой довольно-таки легкий. Но на расстоянии все было под стеклом. По крайней мере, в телекинезе не сомневались, а вот сомневались в моих других способностях. Могу ли я действительно прочитать будущее, потому что действительно это более такая сложная вещь. Как я уже говорил, эти все циклы – это более демонстративные вещи.
Но их тоже нужно было показать, что я чего-то могу. Вот. Ну, то есть экзамен был не из легких. Экзамен был не из легких, готовился я к нему довольно-таки сильно. Что значит готовился? Накопление энергии, потому что вот именно эта концентрация, если вы утеряете эту концентрацию, все, вы не сдали экзамен. То есть с вами будут вежливы, но потом вам придет письмо о том, что вам отказано в членстве. И потом будет конец. Второго шанса у вас нет. И именно поэтому люди очень держатся за это, потому что вы не можете, например, быть членом клана, потом уйти, потом снова прийти, потом снова уйти. То есть вот такие вот, знаете, качели, они здесь не проходят. Вы если там, вы там. И у вас есть определенные запреты. Вы не имеете права состоять в других обществах, у вас даже есть список, где вы не имеете права состоять, вы имеете право с ними работать, но вы работаете, опять-таки, ведь вся иерархия идет сверху. То есть, если приходит какой-то запрос, он идет сначала на верхушку, верхушка уже спускается к вам, и вас уже, например, там отправляют в другое общество, с кем вы начинаете там уже, соответственно, с другого работать. Но вы сами не имеете права с ними контактировать. То есть, здесь такая, знаете, очень такая жесткая иерархия. Поэтому, вот так. Ну, на данный момент я состою, конечно же. И опять-таки, повторюсь, я состою не только лишь благодаря моему учителю Арне, который тоже в нем был, и был очень даже так не последним человеком. Как я рассказывал, чем он занимался, я думаю, те, кто смотрел наши видео, они помнят. Кто не смотрел, посмотрите видео, ссылки будут в описании. И вы, я думаю, поймете немножко больше теперь о нашем клане. Не будете думать, что это были какие-то страшные там иллюминаты или какие-то там масоны, которые совершали какие-то чудовищные ритуалы. Вот. Наш клан более такой спокойный, но имеет определенную силу, которую другие течения тоже используют. Вот так вкратце.